Я рад приветствовать всех участников первого форума социальных проектов. Меня зовут Мейиржан, я соучредитель ТО Community и директор общественного фонда Community+. Прежде чем начать презентацию, я бы хотел задать один вопрос. Кому предстоит формировать будущее Казахстана в ближайшие 5-10 лет? Вопрос непростой, но, на наш взгляд, очень важный, и его следует задавать себе чаще. Этот вопрос присутствует даже в названии нашей организации «Кому нити», то есть кому направлены нити наших социальных проектов. В нем же таится и ответ «Community». Слово, созданное на созвучии с community, что с английского переводится как «сообщество». Мы убеждены, что будущее Казахстана в устойчивых сообществах. Африканская пословица гласит: «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь пойти далеко, иди вместе». 27 апреля этого года нашей организации официально исполняется 5 лет. Но как сообщество мы существуем уже более 8 лет. На данный момент мы представлены в двух формах. Это социальное предприятие и общественный фонд. Сфера нашей деятельности – это неформальное или дополнительное образование. То есть курсы, тренинги для детей, взрослых, подростков по развитию различных мягких навыков, таких как социально-эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, критическое мышление, функциональная грамотность, навыки бесконфликтного общения. Также мы организуем ивенты образовательные, организуем полезный досуг для подростков, также занимаемся и развитием сообществ. Первое сообщество, которое мы создали, из которого все началось, это клуб неидеальных родителей. Так мы назвали трехмесячный курс групповых сессий для родителей о родительстве, по развитию эмоционального интеллекта. Проект был очень успешный, вокруг него объединилось большое комьюнити осознанных матерей, отцов. И, к слову, мы были одними из первых в Казахстане, кто заговорил о важности развития эмоционального интеллекта. После клуба неидеальных родителей мы создали ряд других развивающих курсов. За первые годы мы создали 8 различных платных и бесплатных развивающих курсов для детей, подростков. Также 4 уникальных программы летних лагерей для подростков. А также создали 2 развивающие ролевые игры. В основе наших всех курсов и программ лежат такие ценности, как безоценочность, толерантность и инклюзивность, то есть равные возможности для всех. В 2017 году, по мнению Future Energy форума, проводимого в рамках Астана Экспо 2017, мы вошли в десятку лучших стартапов СНГ. Также в нашей копилке международные форумы, международные гранты. В 2018 году мы получили премию от Министерства общественного развития Республики Казахстан за вклад в поддержку молодежной политики и развития детских инициатив. В 2019 году мы были удостоены первой премии в области социального предпринимательства «Узгерес Устаса» как лучший пример в образовании. Также в 2019 году в партнерстве с фондом из Вашингтона мы организовали первый в Казахстане инклюзивный лагерь по бесконфликтному обучению для более 70 подростков Алматы и Алматинской области. В 2020 году в связи с пандемией и серией локдаунов нам пришлось полностью переформатировать свою деятельность. Мы достаточно успешно адаптировали многие свои проекты под онлайн-формат. Вызовы нового времени обернулись для нас новыми возможностями расширить географию. Мы стали партнерами нескольких международных образовательных проектов и турниров и даже сумели провести масштабное социологическое исследование о поколении Z в Казахстане, опросив более 600 молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет в Алматы, Шымкенте и Талдыкургане. Одна из основных причин, по которым мы занялись неформальным образованием, это то, что формальная система образования в нашей стране перестала удовлетворять современным требованиям, справляться с текущими реалиями мирового рынка. Наша главная цель – изменить систему образования в Казахстане. Это невозможно сделать только при помощи насажденных сверху реформ, законов или навязанных новых учебников. Инициатива всех изменений должна исходить снизу, от потребностей школьника, родителя, учителя, от сформированного общественного запроса на изменения. Такой запрос возможно формировать только силами устойчивых саморазвивающихся сообществ, сообществ учителей, сообществ проактивных родителей и школьников. Представляю вашему вниманию проект «Устаздан Устазга», что в переводе с казахского означает «от учителя к учителю».
Это образовательный проект и медиагенератор, нацеленный на создание новых форм взаимодействия учителей между собой по принципу «от учителя к учителю». В своей ежедневной работе казахстанский учитель сталкивается с массой проблем, вызовов и задач, которые стоят за пределами учебного процесса и зачастую находятся за пределами его компетенций. Это и выстраивание эффективных коммуникаций с родителями, и стремительно меняющееся и расширяющееся информационное поле, и связанные с этим изменения когнитивных способностей, функциональной и медиаграмотности учеников, кибербуллинг, практическая психологическая поддержка подростков, раннее распознавание суицидального поведения и многое другое. Никто не знает о проблемах учителей лучше, чем сами учителя. Идея проекта «Устаздан устазга» заключается в том, чтобы создать такое пространство, где они могли бы делиться друг с другом своими знаниями, опытом, поддерживать друг друга, делиться историями успехов, неудач. Мы убеждены, что в условиях современной системы образования Казахстана такое поддерживающее, созидательное пространство просто необходимо. Проект предполагает проведение различных онлайн и офлайн ивентов, тренингов по развитию мягких навыков, неформальных встреч учителей с приглашенными экспертами в различных областях, публикация образовательного контента. Помимо сообщества учителей, в настоящее время на базе одной из частных школ в городе Алматы мы тестируем проект создания устойчивого саморазвивающегося сообщества родителей школьников. Родительские сообщества очень недооценены, а ведь они обладают огромным потенциалом. Именно они могут стать настоящей движущей силой и одной конкретной частной школы или государственной школы, и всей системы образования Казахстана в целом. Наша команда имеет большой практический опыт в создании и поддержке эффективных сообществ, в создании безопасной среды. Проект также предусматривает проведение регулярных офлайн и онлайн встреч с проактивными родителями, с приглашением администрации школ, системы образования, местных и международных экспертов в различных областях, обучающих мастер-классов и воркшопов. Оба проекта, и «Устаздан устазга», и сообщество родителей и школьников, мы планируем активно освещать в социальных медиа. Мы открыты и готовы к сотрудничеству. И в завершении презентации я бы хотел задать еще один вопрос. Так, кому нужны нити созидания и сотрудничества? Спасибо за внимание. Находите нас в социальных сетях.